Всем привет, дорогие друзья! И сегодня наша речь пойдет о отличном подарке любому ребенку, да в принципе и себе. А именно лазерный проектор звездного неба с лазерными звездами. Ну, так как у нас канал называется «Китай в умном доме», то и проектор наш не простой, а умный. Плюс в этом обзоре уже новая версия умного проектора. Она уже снабжена возможностью реагировать на звуки и быть такой себе светомузыкой. Давайте превратим нашу комнату в настоящий космос и посмотрим, что из этого выйдет. Поставляется проектор вот такой вот цветной коробки. На верхней части схематически изображены основные его плюсы, а именно управление с приложением, таймер, простая настройка, голосовое управление, установка различных сценариев работы. Тут же указана поддержка голосовых помощников Amazon Alexa и Google Home. В нижней части основные характеристики и небольшая инструкция по применению. Проектор довольно надежно закрепили в коробке. Переживать за сохранность не стоит. Внутри находится инструкция, сам проектор, блок питания и кабель питания. Инструкция выполнена в цвете. Из языков доступен английский, французский и немецкий. Из основных полезностей в инструкции это перевод в режим сопряжения и закачка приложения для управления. Блок питания с европейской вилкой. При заказе у продавца доступны другие варианты. Через привычный порт USB выдает 5 вольт с током до 1 ампера. Кабель питания для проектора длиной 1,8 метра, что позволяет устанавливать проектор вдали от розетки. С одной стороны USB, с другой круглый штекер. В таком подключении есть большой плюс. Проектор без проблем можно подключить вообще к любому зарядному с USB портом TV-приставки или к пауэрбанке при необходимости. Характеристики устройства. Проектор представляет собой небольшой квадрат с закругленным краем. На передней части расположилась выпуклая линза проектора различных туманностей галактик. Рядом заклеен транспортировочной биркой лазерный модуль для проекции звезд. Далее расположился микрофон. На задней части у нас наклеечка с характеристиками работы и предупреждения о лазере. В стиле в глаза лучше не светить. На правой грани разъем для подключения питания, а на левой, та, которая скругленная, присутствуют небольшие пластиковые грани насечки. Они нужны для того, чтобы установить проектор на бок под различными углами. Нижняя часть просто гладкая, а на верхней части по центру расположилась кнопка управления режимами работы проектора. Размеры проектора составляют 14,5 на 14,5 сантиметров при толщине всего лишь 7 сантиметров. Подключать проектор можно как к блоку питания из комплекта. При подключении к пауэрбанку и просто зарядному ток потребления составит где-то в районе до 0,7 ампер. Попробуем аккуратно разобрать наш проектор. Для этого вытаскиваем 3 заглушки в нижней части корпуса и выкручиваем 3 винта. Располовиниваем наш корпус. Довольно интересная схема работы. Мне откровенно было любопытно, как же оно работает. А схема простая, как двери. 2 кусочка рифленого толстого стекла. Причем рельеф напоминает мне межкомнатных дверей из ближайшего строительного магазина. Причем одно стекло неподвижно закреплено, а второе вращается благодаря моторчику. Источником построения наших галактик является RGB светодиод, перед которым еще установлено дополнительное стекло. А с другой стороны у нас лазерная установка. И луч лазера, проходя через трубку, которая также по чуть-чуть вращается, внутри трубки находится линза, которая при прохождении луча лазера разбивает его на мелкие точки. Модуль лазера находится в довольно большой теплопроводящей оболочке. Смазка на валах в наличии. За умность устройства отвечает модуль CBU. Из описания сайта TUYA, CBU это встроенный модуль с Wi-Fi низким энергопотреблением, разработанный TUYA. Он состоит из высокоинтегрированного радиочастотного чипа BK7231N и несколько периферийных устройств. И поддерживает не только режим двойного сетевого подключения PSTA, но и способ подключения к сети Bluetooth. Также в КПУ наш встроен 32-битный процессор, работает частотой до 120 МГц, 2 МБ флеш памяти, 256 кБ ОЗУ для поддержки облачного соединения TUYA IoT. И специально расширенные инструкции МКУ для обработки сигналов могут эффективно реализовать кодирование и декодирование звука. Для управления проектом с мобильного устройства на наш смартфон устанавливается программа Smart Life или TUYA Smart. Переводим проектор в режим сопряжения. Для этого удерживаем кнопку на верхней части, пока проектор не начнет моргать красным цветом. Открываем наше приложение, жмем плюсик для добавления устройства. Спустя несколько секунд наш смартфон обнаруживает, что проектор у нас поблизости и готов к подключению. Добавляем его. При желании можно переименовать устройство. Из главного меню можно включать или выключать проектор. Также доступна информация об активных таймерах
и или расписаниях работы проектора. В главном меню плагина мы можем вручную устанавливать цвет свечения так называемых звезд. При этом выбранный цвет будет не только на проекторе, но и визуально отображен в верхней части программы. Ползунками RGB выбираем любой цвет или его оттенок. Если деактивировать переключатель Color, то проектор перейдет в режим лазера, отключив основную свою подсветку. На вкладке Command Color можно выбрать среди 6 заготовленных цветовых тем работы нашего проектора. А если перейти во вкладку Collection Color, то здесь мы можем самостоятельно создать несколько любимых цветовых режимов. Для этого выбираем в режиме RGB нужный нам цвет. Переходим обратно в окно и создаем новый цвет. В итоге у нас появляется несколько любимых цветов в виде плиточек, нажимая на которые проектор будет сразу же светить выбранным цветом. В верхней части приложения переключимся на управление лазером проектора. Тут мы можем банально отключить вращение звезд, нажав на такую штучку. А проведя пальцем по виртуальному пульту управления скоростью, выставить скорость вращения лазера от 0 до 100. Чуть ниже кнопка включения и выключения лазера. Также ползунок регулировки яркости лазерного луча. В нижней части приложения находится меню переключения режимов работы проектора, а также кнопка включения и выключения. Умный сценарий работы. В проекторе уже установлено 4 категории сценариев. А каждая категория имеет 4 дополнительных пресета работы. Итого получается 16 различных цветовых сценариев работы проектора. В пресетах автоматически изменяются цвета проекции, включается или выключается лазер, а также разная скорость вращения, ну и в принципе так далее. Но большим плюсом является возможность создания своего варианта работы проектора. Для этого жмем на кнопочку с плюсиком и переходим в меню создания собственного варианта работы проектора. В меню цвета можем включить или выключить основную цветовую подсветку. Далее выбираем режим работы. Статический, перепрыгивание с цвета на цвет, градиентный, дыхание или вспышка. Всего доступно выбрать 8 различных цветов и оттенков. Выбираем цвет на палитре и жмем плюсик, чтобы он сохранился. При необходимости можно удалить, нажав на иконку с корзиной. И чуть ниже у нас находится ползунок с регулировкой скорости и переключения выбранных цветов. Переключение между цветами происходит в порядке, заданном в приложении. Дополнительный плюс в том, что проектор сразу показывает, как это будет в сохраненном пресете. Переходим в режим управления лазером. Тут есть возможность включить или выключить его, а также выбрать желаемый режим работы. Статический, прыжок, градиент, дыхание или вспышка. При этом, если в прошлом меню мы могли изменять или добавлять цвет, то тут мы можем добавлять только яркость свечения лазера. Ниже также находится ползунок скорости переключения выбранных режимов яркости. В меню мотор управление движением моторчика. Мы его можем или просто выключить, или задать скорость вращения от 0 до 100. Жмем сохранить, и созданный нами пресет доступен для выбора. Перейдя в режим светомузыки, мы видим 6 готовых пресетов работы в режиме светомузыки.
Мы просто включаем любой пресет, включаем музыку, и наш проектор превращается в светомузыкальный девайс умного дома. Отличное решение и не только для детских дискотек. Вау-эффект по-любому обеспечен. Я думаю, наиболее оптимальной будет автоматизация работы в зависимости от освещенности. Для этого подойдет либо датчик освещения, либо же работа в паре с автоматизацией по закату солнца. Будем делать по закату, хоть датчики освещения у меня присутствуют. Переходим в меню умных сценариев, добавляем новый. Далее выбираем при изменении погодных условий. Восход-закат. Жмем на закат, выбираем, когда точно срабатывать. Когда закат солнца, либо на несколько минут позже или раньше заката. Вот закат солнца. Сохранить. Далее запустить устройство. Выбираем наш проектор. В меню автоматизации доступны такие параметры. Просто включение-выключение. Запуск таймера работы. Изменение, переключение на ручной режим работы, сценарий или музыкальный режим. Далее идет управление включением-выключением основного света. Выключение лазера. Дополнительно можно указать мощность лазера. И включить или выключить мотор, а также указать его скорость. Я выбрал простое включение. И получилась такая вот автоматизация. Можем к ней добавить, что спустя 4 часа проектор выключить. Теперь ставим проектор на полочку и после захода солнца любуемся красотой на полке или стене. Обычная кухня превращается в нечто. Посмотрите, камера немножко не фокусируется, но это реально вообще превращается вообще в крутяк. Еще раз скажу, со стороны это выглядит реально феерично. Покажу вам красоту. Ручной режим работы. Готовые пресеты работы с мобильного телефона.
В целом довольно интересный гаджет, который хоть и выглядит достаточно просто, но очень легко создает вау эффект после включения. Ссылка на него в описании под видео. Как подарок вообще идеальный вариант, наверное, для любого возраста. Можно использовать как локальный светильник для антуража, так и создавать различные туманности, галактики и прочие красивые Млечные Пути. Прибор полностью бесшумный, поэтому можно установить его в спальне и перед сном расслабляться, представляя себя не на кровати, а в космическом корабле. Что говорить про детей, особенно которые боятся спать в темноте. Это не просто лампочка, от которой еще больше теней и страхов. Это крутая подсветка всей комнаты, причем без нагрузки на глаза или мозги. В целом, благодаря наличию таймера, можно включать на определенное время, и когда ребенок заснет, автоматически выключится проектор. А благодаря наличию Wi-Fi и автоматизации, можно вообще привязать включение и выключение к восходу и заходу солнца. К покупке рекомендую. Отличная, интересная вещица. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Для меня это реально очень важно. Также не забывайте про социальные сети и телеграм-канал, где вы сможете найти не только актуальные скидки, купоны и акции, а также товары из новинок умного и не очень дома. Всем всего хорошего. Пока-пока.